Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на ноябрь. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в ноябре. Работаю я на Таро Акаши. Здесь идет информация из хроник Акаши. У нас с вами будет 4 варианта. Можете выбирать по цифрам, можете выбирать по камушкам. Первый вариант. Второй. Третий. И четвертый. Так, сейчас. Первый, второй, третий, четвертый. Выбирайте, как вам удобно. 1, 2, 3, 4. По цифрам или по камушкам. У нас с вами будет расклад на Таро Акаши. И еще будет совет через Крайона из хроник Акаши. Ну, если вам больше нужно времени, останавливайте видео. Мы начнем с первого варианта. Те, кто выбрал вот этот камушек. Давайте посмотрим, что вас ждет в ноябре. Какие энергии будут внутри, вокруг вас происходить в ноябре месяце. Получим совет от Таро Акаши и совет из хроник Акаши через Крайона. Первый вариант энергии ноября. Пока я готовлю колоду, вы также можете задать вопрос, что меня ждет, на что мне обратить внимание, к чему готовиться, совет, какой мне дадут из хроник Акаши. Первый вариант энергии ноября. Какие энергии вы принесете в ноябрь из октября? Что у вас будет происходить в ноябре? Здесь у меня пришли практики, скорее всего. Люди осознанные, которые занимаются духовным ростом, может быть, какими-то эзотерическими практиками, но также, может быть, и целительные способности. Да, и в ноябре вы очень активно будете этим заниматься. Может быть, уже сами будете кого-то лечить. Так, энергия, которую вы перенесете из ноября в декабрь. И совет. Да, тут еще король силы у нас совет. Так, ну что, ваш расклад готов. В ноябре, в начале ноября, ну, практически весь ноябрь у вас 2 старших аркана в прямом положении, и это очень сильные арканы. Первая карта, с которой вы входите, ну как бы эту энергию вы приносите в ноябрь. То есть этим вы занимались раньше, или вот такие события у вас происходили. Это может быть вчера, может быть это было неделю назад, может быть месяц, может быть еще больше. Королева свитков показывает женщину, которая держит в руках свиток. Она стоит перед ярко освещенной аркой, и вокруг нее кружит энергия мудрости, знаний и истин Акаши. Ну и когда вот эта карта приходит в прямом положении, она приносит для вас важную информацию и вдохновение. Потому что королева свитков – это женщина высшего разума. Вы можете ее уже знать, ну, скорее всего, так как она пришла из прошлого, да, или может вам предстоит с ней встретиться. Ну, так как я говорю, это уже то, что происходило, значит, вы уже с ней знакомы. Ее целью, вообще целью ее появления в вашей жизни, это помочь вам подняться к новому уровню мудрости и понимания. Она может быть для вас учителем, или, может, эта женщина предложит вам дружбу, который может перерасти в глубокую любовь. Она может быть полезна вам в каком-то проекте, который требует общения. Она может быть автором, маркетологом, издателем. Например, вот если вы писатель, она может помочь вам с публикацией вашей книги.
Ну, конечно, эта карта может показывать вас или важную в вашей жизни женщину, которая может получить должность в области, например, связанной коммуникациями, консультированием, обучением, ну, да, преподаванием, маркетингом или вот публикациями. Вообще эта карта для вас, например, может показывать этап углубленного понимания и готовности к обучению. То есть вот это идеальное время для личностного роста и обширного изучения. Тут может быть развитие физического тела, ума, или может быть это духовное развитие. Ну, судя по всему, и духовное развитие тоже, потому что первая карта ноября — это Divine Physical, это божественный врач. Мы видим, что стоит мужчина. Он своей рукой направляет настоящую рядом женщину энергию исцеления. Но при этом он не только лечит ее, но и наделяет ее даром исцеления. И вот эта прямая карта может указывать, что в начале ноября у вас будет период исцеления. Вы можете перейти на множество уровней. То есть есть или появится в вашей жизни человек, который может быть великим целителем или учителем. То есть он будет делиться с вами своими целебными дарами, которые вы будете сейчас получать, и затем сможете эти дара передавать другим. Ну, например, вот как я проходила инициацию получения энергии рейки. То есть мой учитель дал мне инициацию рейки. При помощи этой инициации, получая ступень за ступенью, я получила мастерский символ мастера-целителя рейки. При помощи этой энергии я исцелила себя, не только физическое тело, но и какие-то паттерны из прошлого. Я исцелила свою биографию, свой жизненный путь. И теперь уже я могу исцелять других людей. Ну, карта говорит, если вы пока не знаете этого человека, то он уже практически у вас на пороге. Поэтому сейчас вы можете быть призванными, чтобы помочь другим. Тут самое главное, помните слова вера и чувства. Вот это ключевые компоненты в вашем исцелении и в обучении исцелять других людей. Вот сейчас вот этот свет исцеления светит вокруг вас и проходит сквозь вас. Это ноябрь, да? Вторая карта ноября — это 22-й старший аркан, он называется Эцум. Эцум переводится как «я здесь», «я рядом», «я пришел». Карта показывает прямое положение. Сидит женщина, она читала книгу, и вдруг она о чем-то задумалась. А это к ней наклонился ангел и говорит: я здесь, я рядом, я пришел, попроси меня, я помогу. Вот это духи нашего рода. Вот эти маленькие, как феечки, это духи, это элементали, духи природы, духи стихий. Но это наши высшие наставники, это наши высшие я, это архангелы. И, то есть они все находятся рядом с нами. И когда карта прямая, она показывает, что вы сейчас прибыли к вашим целям. И все ваши желания будут исполняться, ну, с чудесной помощью духов, конечно. То есть вы сейчас на пути к результатам, к которым вы стремились при помощи других. И вот даже независимо от того, что сейчас будет происходить в вашей жизни, у вас есть поддержка вашего ангела, высших наставников, духов рода. Обращайтесь сейчас к ним. Они рядом с вами, они готовы вам помочь. И самое главное, в прямом положении вы эти знаки примете и поймете. То есть у вас сейчас очень сильная связь с вашей духовной семьей. Третья карта. Она называется The Bird's Nest. Это птичье гнездо. Но карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, птичка свела гнездо, вывела птенчиков и их кормит. Но когда карта
переворачивается, то все из гнезда выпадают. То есть карта может показывать в конце ноября на какое-то разделение, сокращение или реорганизацию. Здесь может быть расстояние между вами и членами вашей семьи. Ваши деловые устремления, может быть, сокращены или даже закончены. Ну, может быть, друзья далеко от вас находятся. Но карта говорит: мужайтесь. Пустое гнездо является символом полета. Здесь просто нужно отпустить старое, подправить ваши планы и выбрать новое направление. Здесь даже может быть физическое перемещение, переезд. Либо для вашего дома, вашего бизнеса, ну или может быть что-то другое. Вот сейчас для вас важно осознать ваши способности и смело делать выбор. Да, вот хотя какая-то часть вас может быть испытывать какие-то, может быть, ощущения типа потери, утраты. Но карта говорит, что вот это время сокращения и перемещения может привести вас к большей личной свободе и профессиональной трансформации. Энергия, которую вы перенесете из ноября в декабрь. Здесь ложится карта семерка сил, она называется баланс. Баланс — это баланс, равновесие. Да, карта у вас перевернулась. В прямом положении мы видим, стоит письменный стол, лежат какие-то пачки документов и стоят уравновешенные весы. То есть это время равновесия и баланса. Может быть, вот это, что у вас тут гнездо опустеет, ну, тут еще, может быть, знаете, дети ваши выросли, создали свою семью и покинули родительский дом, ну, как вариант, да, и это, вот эта реорганизация или вот это вот опустевшее гнездо может немножко вас разбалансировать. Но также все, что связано с гнездом, может быть, это какие-то юридические вопросы наследства, там, недвижимости. То есть вот эта энергия перевернутого баланса может указывать, что вы будете разбалансированы или запутаетесь в каких-то, может быть, сложных ситуациях, которые заставят вас потерять ясность и, ну, может быть, даже энергию. Это могут быть напряженные юридические вопросы или ситуации, которые, как вам кажется, являются несправедливой или, может быть, просто очень долго тянется. Но вот перевернутый баланс показывает, что вам в это время нужно быть очень активными, чтобы постараться по крупицам развязать вот эту ситуацию. Может быть, следует получить хороший совет или консультацию, которые помогут вам разобраться во всех деталях этой ситуации. Так как карта перевернута, она говорит, да, результат может не соответствовать желаемому, но самое главное, что бы ни случилось, сохраняйте равновесие и баланс, потому что искать только справедливость — это значит высвободить месть и гнев. Вы же не хотите создать более сложную карму в этом вопросе. Конечно, она может относиться непосредственно к вам. Когда баланс переворачивается, карта может говорить, что вам нужно вот сейчас сбалансироваться и сконцентрироваться. То есть принесите обратно равновесие в вашу диету, в ваш рацион. Займитесь физическими упражнениями, если вы мало двигаетесь, может быть, у вас сидячая работа. А также наведите порядок в ваших мыслях и эмоциях. И самое главное, подумайте, как вот этот ваш выбор может повлиять на ваше будущее в этой жизни и в последующих воплощениях. Ну и самое главное, примите меры, которые помогут вернуть вот эти весы обратно в равновесие, не только между вами и другими людьми, но и внутри вашей жизни также. В совет вам ложится фигурная карта. Это король силы, она у вас прямая. Прямая карта может указывать на человека, который обладает очень мощной и позитивной энергией. И он придет в вашу жизнь с добрыми намерениями, как бы излучая доброту и честность. Может быть, это вот какой-то учитель духовный для вас.
Да, вы можете еще не знать этого человека, но вот его энергия скоро войдет в вашу жизнь. От этого человека может поступить помощь, поддержка в каком-то проекте, в рабочих вопросах или просто в вашей жизни в целом. Да, для кого-то это может быть любовный интерес. Поэтому карта говорит, будьте открыты для приема вот такого человека и убедитесь, что вы с нежностью и уважением относитесь к самому себе. Для вас или для важного в вашей жизни мужчины это может быть новая должность, которая, естественно, для короля силы. Это все, что связано с энергиями, с электроникой, с физикой, астрономией, географией, ну или какие-то другие науки о Земле. Ну а для вас, конечно, любая деятельность, вот, связанная с земной энергией, природой, принесет вам пользу. Вообще карта говорит, будь вы мужчина или женщина, она может показывать важную сторону вас самих. Почувствуйте сейчас гармонию и красоту природы, и познайте мощные силы, которые будут двигаться в ноябре внутри вас и вокруг вас. Это может быть занятие энергетическими практиками, как я вот здесь и говорила. И карта прямая говорит, что вы почувствуете вот эту энергетику. Так, ну и давайте для вас получим совет. Так, сейчас я достану от Крайона, через Крайон из хроника Акаши. Так, первый вариант. Перевернулись. Первый вариант. Послание через Крайона из хроника Акаши на ноябрь. Галактический вихрь, да, тоже какие-то завихрения энергии. Сейчас я вам зачитаю. Так, послание Крайона. Эта карта отражает принцип, что посеешь, то и пожнешь. В ближайшее время вам предстоит пожинать плоды того, что сделано вами в прошлом. Вас ожидают перемены. Какого характера они будут, сказать невозможно, пока не начнутся связанные с ними события. Это может быть что-то очень хорошее, но это может быть и неожиданность, которая не очень вас порадует. Знайте, и то, и другое вы заложили на своем пути сами. Это не случайности, не происки злой судьбы. Это закономерное следствие ваших прошлых действий, эмоций, мыслей и намерений. Вы можете изменить характер ожидающих вас перемен. Для этого вам не нужно пытаться предугадать, каковы они будут. Не заглядывайте в будущее раньше времени. Сосредоточьтесь на настоящем моменте. Транслируйте любовь в окружающий вас мир. Если будут вспоминаться какие-то ошибки прошлого, направьте энергию любви и в прошлое тоже. Вы можете изменить прошлое, изменив его энергию. Вы можете послать туда любовь, и эта любовь вернется к вам в будущем. Не торопите события, все произойдет в нужный момент. Может завтра, а может быть через полгода. Живите в любви все это время. Создайте круг своей силы. Так вы поможете переменам приобрести благоприятный для вас характер. Такой у меня получился первый вариант. Я желаю вам хорошего ноября. Благодарю за просмотр. Буду благодарна за комментарии, лайки. Всего хорошего. Хорошо, у нас с вами второй вариант для тех, кто выбрал этот камушек. Давайте посмотрим энергии ноября для вас. Какие энергии будут внутри и вокруг вас происходить в ноябре. Получим совет от Таро Акаши и послание Крайона из хроника Акаши. Второй вариант энергии ноября. Пока я готовлю колоду, настраивайтесь, задавайте вопросы.
какие вас интересуют. Успокойте ваши мысли, эмоции и будьте готовы к получению информации. Второй вариант энергии ноября. Энергии, которые вы принесете в ноябрь из октября. Что у вас будет происходить в ноябре? Энергии, с которой вы перейдете из ноября в декабрь. То у вас середина ноября и конец, 3 старших аркана. И совет. Так, не пугаемся, что все карты перевернуты. А здесь вы получите советы. Так, ну что, ваш расклад готов? Надеюсь, вам видно. Первая карта, вообще она вот как началась вот вся эта заваруха, эта карта постоянно выпадает. Это The Chess Game, шахматная игра, шахматная партия. Мы видим, что здесь доска, шахматные фигуры стоят. Есть противостояние черных и белых фигур. Между ними зона отчуждения. И какие-то фигуры уже лежат поверженные на земле. Да, здесь карта может показывать какую-то сложную ситуацию. Это может быть политический или социальный конфликт. Тут самое главное, она советует вам, если вас лично это не касается, то, что происходит вокруг, постарайтесь эмоционально не втягиваться в эту ситуацию. Как бы будьте в ней наблюдателем. Конечно, это может происходить, например, этот конфликт может быть и на вашей работе, может быть, с коллегами, может быть, в управлении, в бизнесе, в вашей семье. Но когда карта перевернулась, она говорит, что вот этот конфликт, все-таки вы, наверное, в него втянулись, и он обострился. И это вряд ли быстро изменится. Здесь какие-то люди могли потерять свои места, должности, какие-то возможности, отношения, ну все что угодно, да. Но для вас сигнал, что вам пора уходить. Если вы сейчас немедленно не можете покинуть вот эту сложную ситуацию, постарайтесь все-таки отстраниться эмоционально. Начинайте сейчас строить планы, которые помогут вам забыть вот об этих трудностях, волнениях, заботах, об этих несчастных людях, которые вы оставите позади себя. Доведя этот процесс до конца, вы создадите пространство, чтобы привнести больше покоя и перспектив в вашу жизнь. Вот сейчас для вас очень важно оставить вот эти политические игры позади себя, поэтому создавайте стратегию, чтобы двигаться дальше к новым начинаниям. Энергии ноября. Первая карта — это пятерка ключей. Карта называется «Желания исполнены», но она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что это какой-то прекрасный дом, вот вид из окна потрясающий, да, и дом полная чаша, вот и явство, и вина, и ключи, и монеты. Ну, то есть в этом доме есть все. Ну и сам дом, конечно, шикарный. И в прямом положении она говорит, что ваши желания все исполняются. Но вот когда она переворачивается, она говорит, что вы сейчас в ноябре можете ощутить, что ваши мечты где-то далеко. Но это не так все безнадежно. Просто вам нужно работать, чтобы изменить вот эти обстоятельства, а также изменить вашу реакцию на них. Не переходите сейчас в оборону, оставайтесь сильными, стойкими, даже в своих небольших победах. Это карта пятерка ключей. И самый важный ключ для получения ваших желаний исполненными — это ваша внутренняя сила.
продолжайте работать над вашими мечтами, и тогда у вас все получится. Вторая карта — это 13-й старший аркан. Она называется «Будда готовится». В прямом положении мы видим, сидит Будда, вокруг него его единомышленники. Они занимаются медитацией. И прямая карта показывает время внутренней подготовки перед действием. То есть вам нужно углубиться внутрь себя, чтобы найти и почувствовать свою цель, свою силу, свою цель и свое направление. Ну и этот период может чувствоваться как ожидание, как будто вот что-то застопорилось и ничего не движется. Но на самом деле, может быть, вы взяли время, чтобы подготовиться, а затем вступить уже в полную силу. Карта у вас перевернулась, и она говорит, что теперь уже время подготовки закончилось. Скорее всего, вы долго занимались, у вас был период ожидания, планирования, но сейчас пришло время действовать. Вот не сдерживайте себя, убирайте нерешительность, медлительность, потому что благодаря своей внутренней подготовке и работе, вот сейчас в ноябре вы можете обнаружить, что способны влиять на других, даже не зная, как это происходит. Поэтому двигайтесь с уверенностью, наберитесь смелости, потому что здесь архангел Михаил, перевернутый. Вот сейчас уже не время ждать. Вы сейчас готовы. А третья карта ноября — это архангел Михаил, это 9-й старший аркан. И карта перевернулась. Да? В прямом положении мы видим, стоит архангел Михаил, и к нему жмутся маленькие дети, и он их как бы защищает и оберегает своими вот крыльями, своей энергией. Вообще архангел Михаил — это канал божественной силы. Но когда карта переворачивается, она говорит, что вам сейчас нужно восстановить связь с вашим реальным источником питания. Вот эта перевернутая карта указывает на растущее чувство утраты и слабости. Духовно, ментально, может быть, еще в каких-то других местах. Одно или более областей в вашей жизни могут быть неэффективны, и вы можете обнаружить себя в ситуации, когда вы не знаете, что делать или как взять на себя инициативу. Если это так, то пришло время рассмотреть все способы, чтобы в первую очередь восстановить вашу силу. Отпустите сейчас старые представления об ограничениях, замените их новыми мыслями и идеями. И карта вам советует заниматься теми делами, которые вы любите, потому что тогда вы включаете энергию, которая делает вас счастливыми. Вот сейчас ваша душа жаждет, чтобы вы перешли вот от этого пугливого, робкого к решительному и действующему. Помните, что архангел Михаил может сейчас поделиться с вами своей силой и смелостью. Вот, как я и говорила, да, наберитесь смелости и действуйте. Не бойтесь, у вас все получится. Тем более у вас такая надежная поддержка. Так, это у нас энергия, с которой вы перейдете из ноября в декабрь. Здесь у нас 21-й старший аркан. Ариел и Сфинкс. Это Ариел. Архангел Ариел и Сфинкс. Да, карта у вас перевернутая. Вот в прямом положении мы видим, что архангел Ариел пришел посоветоваться со Сфинксом. Здесь полная луна. Сфинкс у нас является молчаливым хранителем истины и древних тайн мира. И вот архангел Ариел соединяется и совещается с этим великим источником тайн. Перевернутая карта. Нет, все-таки я, наверное, договорю, чтобы вам понятно было, да? Вот этот сфинкс, с тех пор, как он стоит в этой пустыне, его несколько раз по самую шею заносило песком, и ему приходилось откапываться. Перевернутая карта говорит, что, скорее всего, пески времени вас накрыли. Вы не только отложили в сторону глубокую внутреннюю работу, которая вносит свет в ваше самораскрытие, но и позволили земным мелочам взять верх над вами и удерживать вас от вашего духовного роста.
Вот с этой перевернутой картой вы имеете сильные склонности возвращаться в ваши старые эмоциональные, мысленные и поведенческие паттерны. Но будьте сейчас осознанны, осторожны, потому что песок быстрый. Сейчас вы должны приложить больше усилий. К счастью, в вашей жизни есть кто-то в духовном или, может быть, физическом мире, кого к вам прислал архангел Ариэл. Найдите сейчас родственную душу, которая разделит с вами поиск духовности, и откройтесь архангелу Ариэлу. Вы всегда были и всегда будете самой важной работой, которую вы когда-либо имели. Поэтому откапывайтесь. Так, совет у нас ложится двойка роз. Да, здесь карты перевернутые. Вот, может быть, вот эти вот какие-то сложности, трудности, да, какая-то сложная ситуация, может быть, происходила, например, в вашей семье. В прямом положении мы видим, стоит стол, круглый стол, да, это стол переговоров, который накрыт к чаю, и над столом кружит голубь мира. Все это происходит на фоне дома, но вот здесь летит ястреб с каким-то посланием. Ястреб — это хищник, да, это конфликт, это раздор. Может быть, здесь были вопросы в вашем доме, в семье, может быть, относительно недвижимости, наследства. Это может относиться непосредственно к вам или к кому-то из вашей большой семьи. Но перевернутая карта в совет ложится. Она говорит, что какой-то конфликт у вас разрастется. То есть, когда карта переворачивается, показывает, стол разрушен, у одного стула сломана ножка, то есть чашка разбита, и уже ястреб летит над столом, а голубь как бы немножко сместился. То есть какой-то конфликт, что-то разрушил в вашей жизни, и уже никто не может собраться вместе. И вот этот ястреб показывает, что вот в этой ситуации ваши страхи и чувства будут расти, заглушая голос вашего духа. И вот это все сделает более трудным достижение мира внутри вас и вокруг вас. Очевидно, вам придется сейчас иметь дело с некоторыми людьми или финансовыми вопросами, которые будут казаться вам ущербными и разрушительными. Вот здесь карта вас предупреждает. Будьте осторожны, чтобы вас не попросили дать больше, чем у вас есть. Но несмотря вот на эту ситуацию, которая, скорее всего, вам кажется очень сложной, сейчас вы должны приложить усилия, чтобы попытаться все исправить. Люди, замешанные в этом конфликте, могут быть неподатливыми и неспособными, вообще не способными слушать. Вам важно делать то, что вы можете. Но если вы видите, что люди недоговороспособные и непреклонны в своих каких-то там идеях, да, то постарайтесь отойти или отстраниться от этого конфликта. Даже перевернутая эта карта показывает, что вот этот голубь, это ваш дух, является вашей основой и всегда готов поддержать вас. Но это не обязательно в вашей семье, это может быть, вот как я говорила, что-то, что происходит вокруг вас. Хорошо, давайте двоечки получим для вас совет. Из хроника Акаши послание через Крайона. Второй вариант, ноябрь. Серебряный ключ. Так, сейчас я вам зачитаю. Эта карта говорит о том, что вы сейчас оказались в плену каких-то ограничений. Может быть, вы не можете достичь цели или осуществить желание, или вам не удается реализовать себя так, как хочется. Эти ограничения могут казаться внешними, но на самом деле их причину нужно искать внутри. Возможно, вы что-то себе запрещаете или чего-то боитесь, или не верите в себя, потому и не удается осуществить желаемое. Вам может казаться, что вы попали в безвыходную ситуацию, но на самом деле выход есть, и он рядом. Возможно, вам надо отказаться от чего-то в вашей жизни, что не служит вам. Не исключено, что вам пока не представляется это возможным. Но все же подумайте о том,
что какие-то прежние обязательства могут стать барьером на пути к новым возможностям. И если вас держит в плену чувство долга, подумайте, не является ли оно ложным. Возможно, тот человек, которому, как вам кажется, вы обязаны помогать, уже не нуждается в вашей помощи. Вы освободите и себя, и его, если сосредоточитесь на собственных интересах, на своей жизни и задачах своего духа. А может, вы просто подавляете свои чувства, желания, потребности, считая, что не имеете на них права, или что для них сейчас не место и не время. Но таким образом вы не даете себе развиваться. Вы сами становитесь тормозом на своем пути. Вашему духу необходимо двигаться вперед. Посоветуйтесь с вашим внутренним божественным «Я», и вы поймете, что вам по силам выйти на новый путь в вашей жизни. Такой двоечки у вас получился расклад. Если вам кажется, что это что-то сложно, можете его переслушать. Иногда эту информацию надо послушать несколько раз. Благодарю вас за просмотр. Хорошего вам ноября. Буду благодарна за лайки, комментарии. До свидания. Хорошо, у нас с вами третий вариант. Для тех, кто выбрал вот этот камушек, надеюсь, его видно, он сливается со столом. Давайте посмотрим энергии ноября для вас, что будет происходить внутри и вокруг вас в ноябре месяце. Какие энергии. Получим совет от Таро Акаши, послание от Крайона из Хроник Акаши. Энергия ноября, третий вариант. Пока я мешаю колоду, настраивайтесь на расклад. Подумайте, какие вопросы у вас возникают. Вы можете здесь получить информацию из Хроник Акаши. Третий вариант, ноябрь. Энергии, которые вы принесете в ноябрь из октября. Что у вас будет происходить в ноябре? Энергии, с которой вы перейдете из ноября в декабрь. Да, как бы вот этот третий объединяет и первый, и второй расклад. И совет. Совет для третьего варианта. Так, совет странный, конечно. Хорошо. Здесь может быть у вас чуть перекос в духовное развитие. От этого может страдать материальное. Да, всегда нужно соблюдать баланс. Первая карта у вас это Иларион. Иларион, но он у вас перевернутый. Иларион является могущественным, вознесенным владыкой. И он связан с информацией, которую хранят хроники Акаши. Это мастер исследования, науки, истины, исцеления, логического ума, конкретных знаний и общения с духами. Но карта у вас легла перевернутая. Она может показывать, то есть эта карта как сигнал, что вы сейчас могли потерять вашу силу или стали нелогичны по поводу проблемы, которая происходила в вашей жизни, так как это энергия прошлого, это было. Но пока еще, раз ее показывает, значит, она на вас действует. Сейчас вы можете почувствовать смущение, потому что обманываете себя по поводу кого-то или чего-то.
Еще эта перевернутая карта говорит вам, что есть какая-то важная информация, которая пока может быть для вас неизвестна. Но неважно, что вас сейчас беспокоит, для вас пришло время вернуть ваш взгляд в фокус логики. Вы можете обратиться к Илариону за помощью. И пусть этот мастер знаний и истины поможет вам быть более честными с самим собой. Вот когда вы увидите себя и свою жизнь правдиво, вся путаница и беспорядок рассеются. Вот у вас в конце ноября ложится The Akasha Library, это библиотека хроник Акаши. Она у вас прямая, то есть при помощи Илариона вы можете получить информацию из хроник Акаши. И какая-то сложная ситуация, она могла приостановить ваши записи в Акаше. Вы можете их сейчас восстановить. Поэтому вот, может быть, необходимо все-таки, может быть, даже мысленно про себя обратиться к Илариону за помощью. Ноябрь. У нас первая карта. Это тройка силы. Карта называется The Bird's Nest. Это птичье гнездо. Карта перевернутая. В прямом положении мы видим, что птичка свела гнездо, вывела птенчиков, ну и кормит свое потомство. Но когда карта переворачивается, то из гнезда все выпадают. Карта может указывать в ноябре на какое-то разделение, сокращение или реорганизацию. Это может быть расстояние между вами, членами вашей семьи. Деловые стремления, может быть, будут сокращены или даже доведены до конца. Может быть, друзья у вас где-то далеко. Также кто-то может покинуть родительский дом. Например, ваши дети там вышли замуж, женились, да, и уже создали свою семью. Но карта говорит: мужайтесь, пустое гнездо является символом полета. Карта сейчас советует вам отпустить старое, подправить ваши планы и выбрать новое направление. Это может быть даже физическое перемещение, переезд, либо для вашего дома, вашего бизнеса, или может быть что-то другое. Сейчас вам важно осознать ваши возможности и быть смелыми в вашем выборе. Да, хотя вот некоторая часть этого испытания может поначалу ощущаться как потеря, но вот это время сокращения и перемещения может привести вас к большей личной свободе и профессиональной трансформации. Вторая карта – это пятерка ключей. В прямом положении это желания исполнены. Мы видим, что прекрасный дом, вид из окна потрясающий, и дом полной чаши. То есть здесь все, и явство, и вина, и ключи, и монеты. Ну, то есть есть все. И это в прямом положении исполнение желания. Карта перевернулась. Она может показывать, что вы сейчас можете ощущать, как ваши мечты где-то далеко, но это не так все безнадежно. Просто вы должны работать, чтобы изменить эти обстоятельства или же изменить вашу реакцию на них. Не переходите сейчас в оборону, оставайтесь сильными, стойкими даже в своих небольших победах. Это пятерка ключей, и она говорит, самый важный ключ для получения ваших желаний исполненными – это ваша внутренняя сила. Продолжайте работать над своими мечтами, и тогда они начнут работать для вас. Третья карта ноября. Второй старший аркан The Akasha Library. Это библиотека хроник Акаши. Мы видим, что сидит мудрец, собирается что-то записывать в ваших записях Акаши. И здесь ведет лестница вверх. Это ваш духовный рост. Да, иногда эта карта может на более мирском уровне указывать на написание и публикацию вашей книги. Но также она символизирует вашу новую инициацию, то есть способность всячески проявлять новую жизнь. Вы можете углубиться в хроники Акаши и к более высокому самосознанию.
Вам необходимо дальнейшее исследование, но теперь вы лучше понимаете ваши старые побуждения и новые цели. Сейчас наступает время для вас повышенной интуиции и самосознания. И все, что вам нужно, это немного больше осознанных усилий, чтобы написать ваши новые хроники Акаши. Поставьте себе задачу, что вы хотите достичь или создать, и что вам для достижения этой цели нужно сделать. И действуйте. Здесь еще по старшему аркану вам послание. Если у вас есть домашняя библиотека, подойдите, выберите ту книгу, на которую у вас упадет взгляд, ну, конечно, художественную желательно. Откройте ее на любой странице и прочтите текст, ну, тот, вот, который вас привлечет. Может быть, там еще будет лично для вас какое-то послание. Но вот если вы сейчас, вот понимаете, вот гнездо, да, это перемены, но желания не исполнены. Вот эта вот карта вот чисто материальная, а это карта духовная. Вот старайтесь, чтобы ваш духовный рост, ваше развитие не помешало ни вашим семейным отношениям, ни вашим физическим целям. Потому что мы же пришли в этот мир, чтобы наш духовный опыт воплощать в материальный ресурс. Мы живем на Земле. Поэтому вот здесь вот не должно быть перекоса. Но все-таки просто обратитесь к Илариону. Вот своими словами попросите у него поддержки, и он получите подсказку в любом виде. Энергия, с которой вы переходите в декабрь, здесь ложится фигурная карта, это король силы. Она у вас прямая. В прямом положении карта может указывать на человека, который обладает мощной позитивной энергией. И он придет в вашу жизнь с добрыми намерениями, как бы излучая доброту и честность. Если вы еще не знаете этого человека, то вот его энергия скоро войдет в вашу жизнь. От него может поступить помощь, поддержка в определенном проекте, в рабочих вопросах, ну и вообще в вашей жизни в целом. Также для кого-то это может быть любовный интерес. Поэтому вам нужно быть сейчас открытыми для приема такого человека. В первую очередь убедитесь, что вы с нежностью и уважением относитесь к самому себе. Если меня смотрят мужчины, то карта может говорить у вас или вообще в общем, да, для какого-то важного в вашей жизни мужчины может появиться новая должность, которая естественно для короля силы. Это все, что связано с энергиями, с электроникой, физика, астрономия, ну или какие-то другие науки о Земле. Вообще любая деятельность, связанная с земной энергией, природой, принесет вам вот в это время большую пользу. Но вообще карта говорит, будь вы женщиной или мужчиной, эта карта показывает важную сторону вас самих. Почувствуйте сейчас гармонию, красоту природы и познайте вот эти мощные силы, которые движутся внутри и вокруг вас. Совет у вас ложится 19-й старший аркан. Карта перевернутая, называется Reflection. Reflection — это отражение. В прямом положении мы видим небольшой корабль, лодочка плывет по водной глади. Здесь полная луна. Но когда карта, вообще вода, луна — это эмоции, это осознание, это интуиция. Ну и, естественно, какая-то, может быть, поездка, переезд. Но карта у вас перевернулась в совет. Она может указывать на более мирском уровне, это отмену или изменение поездки. Но так как это старший аркан, на более глубоком уровне, она может говорить о высоком эмоциональном уровне, который блокирует ваш разум и нарушает ваш жизненный путь. Сейчас вы можете испытывать внутреннюю борьбу между эмоциональными потребностями и вашим интуитивным голосом. Но эмоции, как правило, побеждают. Вот важно сейчас для вас заглянуть внутрь себя и разобраться, от чего это происходит. От страха или недостатка чего-то. Что заставляет ваши эмоции подниматься и опускаться?
Конечно, здесь хороший совет заняться медитациями, чтобы восстановить связь с вашим высшим источником. Вот когда вы восстановите вашу связь, ваш эмоциональный фон, вы снова будете освещены сверху, и тогда вы все увидите в своей жизни ясно. Ну, давайте для вас получим совет от Крайона. Послание Крайона из Хроник Акаши. Третий вариант. Ноябрь. Так, белое перо. Сейчас я вам зачитаю. Так, белое перо. Эта карта говорит о том, что на вас сейчас давит груз ответственности и обязанностей, которые изматывают вас. Возможно, вы тяжело трудитесь, но имейте в виду, что положительный результат этого труда не гарантирован. Другой путь где-то рядом, и он более успешен. Но чтобы увидеть этот путь, надо снять с себя хотя бы часть вашего груза. Возможно, вы действуете в одиночку, когда правильнее было бы попросить помощи и разделить вашу ответственность. Возможно, вы беретесь за то, с чем не в состоянии справиться. В таком случае желательно как можно скорее трезво оценить ваши возможности и пересмотреть свои планы. Может быть и так, что вы только собираетесь взять на себя какую-то тяжкую ношу. Остановитесь и подумайте, по силам ли вам это будет. А главное, нужно ли это вам? Принесет ли это тот результат, на который вы рассчитываете? Значение этой карты таково. Если в вашей жизни происходит что-то, что создает трудности, если вы устали под бременем забот и ответственности, вы, скорее всего, не на своем пути. Трудность – знак того, что вам надо остановиться, отступить на шаг назад и спросить совета у своего духа, куда вам идти и что делать. Дух приготовил для вас совершенно другой путь, где вы будете чувствовать себя счастливым, а также испытывать полноту вашей самореализации и радости жизни без перегрузок, без работы с надрывом. Но для того, чтобы выйти на этот путь, надо пересмотреть все свои обязанности, привычки, а также избавиться от лишнего. Такой троечки для вас совет. Я благодарю вас за просмотр. Хорошего вам ноября. Буду благодарна за лайки, комментарии. До свидания. Хорошо, у нас с вами четвертый вариант. Приветствую вас, четверочки. Давайте посмотрим энергии ноября для вас. Что будет происходить внутри, вокруг вас, события. Получим советы от Таро Акаши и послание Крайона из Хроник Акаши для вас на ноябрь. Четвертый вариант энергии ноября. Пока я готовлю колоду, настраивайтесь на расклад. Подумайте. Просите советов каких-то, задайте вопросы про себя, чтобы вас услышали. Четвертый вариант энергии ноября. Энергии, которые вы принесете в ноябрь из октября. Что у вас будет происходить в ноябре? Ой, ну что ж это? Карта у всех перевернутая падает. Так, хорошо, ладно, посмотрим дальше. Энергия, с которой вы перейдете в декабрь из ноября. Совет. Ох, у вас 3 дамы. 3 дамы. Так.
Да, ну один старший аркан, и то на конец ноября, начало декабря. Хорошо, сейчас будем расшифровывать. Первая карта у вас была уже, я говорю, вот все 4 позиции, прям вот хоть всем смотреть. Они все очень похожи. Та энергия, которую вы принесли, она могла быть вчера, позавчера, может быть, неделю назад, может быть, месяц, может быть, полгода. Карта называется «Крылатые посланники». Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим накрыт круглый стол к чаю. Круглый стол — это стол переговоров, да, за чайком что-то обсудить. Тут это все происходит на фоне дома. Над этим столом летает голубь. И вот здесь со стороны летит ястреб, да, это хищник, и несет какое-то послание. Но карта ложится перевернутая. Когда она перевернутая, то есть стол опрокинут, и уже ястреб занимает более выигрышную позицию. Ну и тут стол разрушен, значит, никто уже не может собраться, о чем-то договориться. Вообще карта, если она прямая, она показывает какой-то конфликт. Это может быть в вашем доме, в вашей семье, или я все-таки беру, что там, где вы находитесь. Но когда карта переворачивается, она показывает, что вот этот конфликт разросся, то есть стол разрушен, и кажется, что уже никто не сможет собраться вместе. Теперь вот я, как сказала, ястреб летает над голубем. То есть ваши страхи и чувства растут, заглушая голос вашего духа. И все это делает все более и более трудным достижение мира как внутри вас, так и вокруг вас. Очевидно, вам придется иметь дело с некоторыми людьми или, может быть, какими-то финансовыми вопросами, которые кажутся вам ущербными и разрушительными. Вот в этой карте идет послание: будьте осторожны, чтобы вас не попросили дать больше, чем у вас есть. Но, несмотря на ситуацию, которая, возможно, вам кажется очень сложной, все должны приложить усилия, чтобы попытаться все исправить. Да, люди, замешанные в этом конфликте, могут быть неподатливыми, неспособными слушать. Вот вам сейчас в этой ситуации важно делать то, что вы можете. Ну, а также отстраниться от этого конфликта, если другие непреклонны. Даже когда карта переворачивается, она показывает, что сила вашего духа, вот этот голубь, он является вашей основой и всегда готов вас поддержать. Это в прошлом, но если ее показывать, значит, эта энергия еще пока влияет на ваше настоящее и будущее. Первая карта ноября – это пятерка ключей. Карта называется «Желания исполненные». Мы видим, что прекрасный дом, вид из окна потрясающий, ну и дом полной чаши. Тут и явство, и вина, и фрукты, овощи, ключи, монеты. Ну, то есть все есть в этом доме. Но карта легла перевернутая. Она показывает, что вы сейчас можете в начале ноября ощущать, что ваши мечты где-то далеко. Но это не так все безнадежно. Вы должны работать, чтобы изменить эти обстоятельства, а также вашу реакцию на них. Не переходите сейчас в оборону, оставайтесь сильными, стойкими, даже в своих небольших победах. Эта пятерка ключей, она говорит, что самый важный ключ для получения ваших желаний исполненными – это ваша внутренняя сила. Продолжайте работать над своими мечтами, и тогда они начнут работать на вас. Тут у нас вот прям одни королевы, да, здесь может быть, конечно, какие-то важные перетрубации в вашей жизни. Ну, например, кто-то может уйти с работы и заняться семьей. Или, может быть, кто-то уйдет в декрет, кто-то выйдет замуж. Как вариант, это для женщин. Смотрим. Вторая карта ноября – это королева силы. Мы видим, что стоит женщина, и она как бы балансирует двумя энергиями. Энергия Луны в одной руке, а это творчество, это интуиция, это восприимчивость. Это материнство еще, да, и энергия Солнца, это творчество, это известность, популярность, да, это может быть какой-то бизнес,
Ну, то есть у женщины есть равновесие, баланс. Это я вот просто смотря на эти карты вам объясняю, да? Например, вы занимались карьерой, и вот у вас происходит выбор. Может быть, уйти с работы и, как я сказала, заняться домом, или, может быть, кто-то уходит в декрет. Эта карта не обязательно показывает вас, она может показывать женщину в вашей жизни, и она может помочь вам добиться великого равновесия или баланса в вашей жизни. Она может принести вам необычное сочетание силы и мира, творчества и восприимчивости как в ее энергии, так и в ее поддержке вас. Иногда карта может представлять человека в вашей жизни, ну, для вас или, может быть, для кого-то близкого вам, который вступает в фазу великой силы и способности выдерживать ее замечательным результатом. Эта карта может нести новые роли и возможности. Это может быть карьера, связанная с какой-то научной деятельностью, мировое общение, коммуникации, природа, или, может быть, все, что касается владения какими-то энергиями, может быть, какие-то энергетические практики. Конечно, королева силы может указывать на возможное появление любовного интереса или партнера в бизнесе, в творческом проекте. И этот человек будет иметь сильное влияние, связи для вас, ну или для важного в вашей жизни человека. Это может быть тот, кого вы уже знаете, или это кто-то новый. Но когда эта карта появляется, она говорит, что у вас в ноябре будет надежная, мощная поддержка. Ну и вы сами, конечно, поддержите себя в это время. Потому что сейчас вы держите энергию и силы Солнца, и энергию силы Луны, и только вы сами можете управлять энергией своей бесконечной жизни. Третья карта ноября. Королева ключей, но она перевернутая. В прямом положении мы видим, стоит женщина в шикарном платье. Она стоит на крыше своего замка. Все эти земли тоже принадлежат ей. И вот здесь навстречу к ней возвращается ее король ключей, который, может быть, ездил в какую-то командировку, поездку. И она как бы его встречает. Карта легла перевернутая. Она показывает, что вы можете испытать эмоциональное отстранение от бизнесвумен, может быть, иметь разные мнения или спор с властной и авторитетной женщиной. Также вы или женщина, которую вы знаете, может подумать о том, чтобы уйти с работы. Например, высокая должность, которую вы хотите, может быть недоступной, или должность, которую вы уже заслужили, возможно, больше вас не удовлетворяет. Иногда эта карта может показывать на отставку или отдаление в любовных отношениях. Но несмотря на то, как эта карта перевернутая для вас проиграется, сейчас для вас время учитывать ваши желания и все, что приведет вас к следующему удачному шагу в вашей жизни. Энергии, с которой вы перейдете из ноября в декабрь, здесь ложится архангел Ариэл. Это старший аркан, он единственный у вас, но карта перевернутая. Архангел, Ариэл, Габриэл-то. Архангел Габриэл или Гавриил – это божественный посланник, это архангел общения. На своей груди он носит герб Меркурия, который является тоже богом общения. Этот любящий ангел несет святые слова истины в мир и легко принесет их вам. Карта у вас легла перевернутая. Она может указывать, что вы будете иметь трудности с общением. Или вы не высказываетесь сами, или ваши мысли будут наполнены негативными словами. Это может быть жизненный урок для вас, что-то, что вам нужно было изменить в течение длительного времени. Габриэл – это мощные силы, которые приносят божественную любовь и мужество для вашего самовыражения. Если у вас трудности с общением, выражением ваших мыслей, то попросите вот этого архангела. Он всегда для вас доступен и готов вам помочь.
Пусть его мирное, но мощное присутствие наполнит вас смелостью и мужеством. Этот архангел был другом вашей души на протяжении истории хроник Акаши. Вот это время неразберихи и разрыва в общении — прекрасная возможность пробудиться вот к этой глубокой дружбе и к вашему достоинству и силе выразить себя и сказать свою правду. Разберитесь, что вам надо сказать, почувствуйте заботу и поддержку Габриэла, его присутствие, и начните чувствовать себя комфортно, услышав свой позитивный и мощный голос. Вот сейчас для вас время высказываться, а не молчать. В совет у вас ложится фигурная карта Королева роз. Она у вас прямая. Эта карта показывает прекрасную женщину с розами в волосах, и вокруг нее тоже везде розы. Королева роз — это женщина любящая, страстная и надежная. Это вообще в этой колоде это карта любовной связи. Отношения с кем-то, кого вы знаете, могут усилиться и стать более значимыми. Или, может быть, кто-то новый появится в вашей жизни. Будьте сейчас открыты для связи. Она может быть романтической, а также это может быть новый друг, член семьи, коллега. Может быть, партнер в каком-то творческом проекте. То есть этот человек вот сейчас будет для вас полезен и очень ценен. Но также королева роз может представлять вас или важную в вашей жизни женщину, которая вступает в роль жены или матери. Иногда эта карта может показывать счастливое разрешение проблем, связанных с семьей, дружбой, любовными отношениями. То есть в ноябре для вас наступает время спокойных, мирных, любовных общений. Поэтому откройте ваше сердце к выражению заботы внутри и вокруг вас. Ну, вообще, в первую очередь, эта карта говорит: научитесь любить в первую очередь себя. И тогда другие также будут отвечать вам. Хорошо, четверочки давайте для вас получим из хроник Акаши послание от Крайона. 4 вариант, ноябрь. Золотые россыпи. Сейчас я вам зачитаю. Эта карта говорит о том, что у вас блестящие перспективы в профессиональном плане. Но вас ждет нечто большее, чем просто успех в работе. Есть шансы найти свое настоящее призвание, или, если вы его уже нашли, выйти на новый уровень миссии, стать мастером с большой буквы. Может быть, вы сможете начать новое дело, а может, значительно продвинетесь на своей нынешней работе. В любом случае, ваш труд станет более осмысленным и приносящим больше радости. Трудитесь ради высшей цели. Даже если вы выполняете лишь малую часть какого-либо большого общего труда, помните о главной цели этой работы. Если вы просто кладете кирпичи, помните о том прекрасном здании, которое станет результатом вашего труда. Помните о том, что вы делаете это ради всеобщего блага. Вы можете раскрыть в себе новые таланты и способности, которые помогут сделать вашу жизнь богаче и счастливее. Параллельно с успехами в работе начнутся счастливые перемены в других областях жизни. Карта говорит о том, что у вас хорошие перспективы в личных отношениях, а также вас ждет улучшение здоровья. Возможно также, что улучшатся ваши жилищные условия. Вот такое вам послание от Крайона. У меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Хорошего вам ноября. Не забывайте ставить лайки, пишите ваши комментарии. До свидания.